Родить Шахзаде значит для любой наложницы открыть двери на вершину власти гарема и стать валиде-султан. Родить же султану дочь ничего хорошего не сулило для рабыни, ведь чаще всего она отправлялась в старый дворец. Там наложница доживала до старости, где умирала в забвении. Но такое положение вещей не касалось некоторых избранных особ, таких, например, как Хюррем, Нурбану или Кесем. Для современных женщин взгляд на порядки в Османской династии всегда особенные. Многие из нас считают, что лучше было рожать дочерей, чем после рождения сына начинать ждать, когда же придет время и его казнят. Учитывая практику рождения сыновей, начиная со времен султана Сулеймана, Шахзаде было много, и кто взойдет на трон, было просто невозможно даже предположить. С наличием большого количества потенциальных наследников от разных фавориток или жен султана, начиная с Хюррем-Султан, была введена практика использования своих дочерей в качестве оружия для удержания власти. То есть, если нет гарантии, что твой сын зайдет на трон, лучше захватить власть во дворце, чтобы, когда придет подходящий момент, связанный со смертью падишаха, у тебя было достаточно политических сил, которые сделают все, чтобы именно твой Шахзаде зашел на трон. Давайте рассмотрим эту практику ближе. Главным оружием Хюррем в борьбе за власть были не ее сыновья и любовь Сулеймана, а источником будущей власти одного из Шахзаде Хасики стала ее дочь Мехримах. Как это случилось, мы помним. Для обеспечения престола наследия своих сыновей Хюррем было необходимо устранить Мустафу. И хоть история не содержит прямых улик, обвиняющих Роксолану в причастности к казни Мустафы, сделанные ею политические ходы, связанные с выдачей малолетних Римах замуж за Рустема, очевидно. Луналикой принцессе не было предоставлено право выбирать себе мужа. Ее отдали замуж за стареющего раба, а он, в свою очередь, получил место великого визиря, стал правой рукой Хюррем в ее политической борьбе. Интересная судьба ожидала и дочерей Нурбану Султан. Согласно истории, у нее и Селима было 3 дочери. Еще султан Сулейман отдал их замуж за пашей и визирей. Пожалуй, больше всех пострадала Эсмихан Султан. Чем руководствовался Сулейман-Шах, выдавая Эсмихан замуж за Соколу Мехмеда Пашу, понятно. У Сулеймана не было больше дочерей, а должность великого визиря он мог на тот момент отдать только Соколу. Вот Эсмихан и стала связующим звеном. Согласно истории, визирь был старше султанши на 40 лет, и чтобы жениться на ней, он развелся со своими 2 другими женами. Бедная девочка не могла этому браку противостоять, однако после смерти мужа вышла замуж во 2-й раз. Здесь хочу отметить, что предки Эсмихан в лице ее деда Сулеймана и родителей Нурбану и Селима довели дочь до проклятия брошенных жен. 2-й брак Эсмихан также понудил ее будущего мужа бросить свою жену и детей, за что та прокляла Эсмихан. Султанша умерла в мучениях вскоре после этого проклятия, рожая сына. Умер и супруг, и родившийся Султан-Заде. Следующей султаншей, ставшей инструментом в борьбе за власть своей матери, стала Айше Хюмашах Султан. Она была дочерью Софие и Мурада. Хоть в истории и написано, что Айше была любимой дочерью своего отца, султана Мурада, это не спасло ее от неравных и несчастливых браков. Хюмашах использовалась для усиления власти своей матери 3 Все 3 раза ее выдавали замуж за довольно немолодых рабов, которые имели влияние во дворце. Женщина умерла в довольно молодом возрасте, и ей было всего 35 лет. Но, пожалуй, рекордсменкой в качестве инструмента для политических интриг
стала Айше Султан, дочь Кюсем и Ахмеда. Все ее 6 браков были выгодны исключительно Кюсем, а самый первый раз девочку отдали замуж в возрасте 6 лет. Но это не весь ужас маленькой султанши. Первый раз вдовой она стала в 9 лет. Прямо на ее глазах супруга Айше казнили. Бедная женщина проплакала всю свою жизнь. Кюсем насильно отдавала дочь замуж и каждый раз за далеко не молодых мужчин. И все 6 раз Айше становилась вдовой. Если переложить возраст Айше к моменту ее смерти, 51 год, то можно сказать, что женщина выходила замуж каждые 7,5 лет за свою жизнь. Дальнейшие потомки султана Сулеймана испытали ту же участь, что и их предшественницы по женской линии. Кому-то из них было совсем тяжело, кто-то обошелся малой кровью. Но невозможно однозначно утверждать, что они были счастливы, родившись в монаршей семье.